Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим последние новости, а также посмотрим на пикантные моменты между Чингуком и Тэхёном. Но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это, примите это во внимание. Тэхён в армии уже 392 дня. Увидимся через 156 дней. Чингук в армии уже 391 день. Увидимся через 157 дней. Сегодня обсудим последние новости Вигу, а затем мы рассмотрим топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэхёном. Вчера стало известно, что подразделение Тэхёна будет проходить учения в экстремальных условиях. Второй корпус проведет учения по усилению боевой готовности в экстремально холодных и суровых условиях 6 по 17 января, когда предполагаемая температура опустится до минус 20 градусов. Похоже, что Тэхён тоже примет в них участие. Тэхён будет носить белую камуфляжную форму вместо черной, сидеть в укрытии, ставить палатки и стрелять в мороз. Удачи тебе, наш сильный мужчина, береги себя, ты совсем справишься. Тэхён с актером Ким Мин Дже в инстаграме их тренера, бодибилдера Ма Сон Хо. Ему еще 5 месяцев служить. Кажется, мы будем встречать самого настоящего Геракла. Можно нам, пожалуйста, побольше таких фото? Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему. Есть веская причина, по которой Чингук не поздравил Тэхёна с днем рождения публично. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и первом закрепленном комментарии. Корейские СМИ отметили влияние Чингука на мировую моду корейской еды. Ли Мин Кён, репортер Тен Азия, подчеркнул, что экспорт корейской еды достиг небывалого уровня, подчеркнув популярность магуксу с маслом перилы бульмайо от Чингука. В марте 2023 года Чингук представил рецепт магуксу с маслом перилы с майонезом и булдак, назвав его рецептом своего любимого блюда. Сразу после того, как был раскрыт его рецепт, Чингук Лайв занял первое место в трендах Твиттера. Связанные ключевые слова, такие как соус булдак и рецепт магуксу, также заняли первое место в трендах в реальном времени в 155 странах. Всего лишь с одним упоминанием от Чингука зарубежные продажи соуса булдак также выросли. Экспорт жареной курицы и других соусов Симьянг Фудс вырос до 16,1 миллиарда вон в 2023 году по сравнению с 11,9 миллиардов вон в 2022 году. Согласно последним данным Корейской таможенной службы, экспорт кондитерских изделий с января по ноябрь прошлого года впервые превысил 1 триллион вон. Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Невероятная сила влияния Чингука. Чингук поднимает экономику своей страны. Люди доверяют вкусу Чингука. И кажется, у нас появились прекрасные новости. Возможно, мы увидим Тэхёна в 3-м сезоне сериала «Игра в кальмара». Ли Чон Же и Ви Хаджун ответили на вопрос о присоединении Тэхёна к актерскому составу «Игры в кальмара». Ли Чон Же: я ничего не могу сказать по этому поводу. Ви Хаджун: без комментариев.
Поклонники строят теории, связывая фотографии Тэхёна с актерами сериала, и двусмысленные комментарии Ли Чон Дже. Уж очень загадочно он улыбался. Фанаты также предполагают, что Тэхён, возможно, был занят не только своей музыкальной карьерой, но и съемками в сериале до ухода в армию. И ходят слухи, что финальный сезон «Игры в кальмара» выйдет 27 июня этого года. А Тэхён оставил загадочную подпись к своему посту в Инстаграме. И это его дружба с актерами сериала, не считая выхода Тэхёна в культовом розовом костюме. Со всеми этими фактами начинаешь верить, что это правда. А вы как думаете, появится ли Тэхён в этом знаменитом сериале? Тэхён посетил кафе Compose, чтобы отпраздновать свой день рождения. Он купил 50 стаканов кофе и круассаны, чтобы отвезти их в армию и угостить солдат. Какой Тэхён невероятный, обо всем позаботится, никого не обидит. Еще и с этой прической выглядит очень мужественно. Ну а теперь поговорим о топ-5 пикантных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 5 место. Музыкальные инструменты Тэхёна в доме Чонгука. Очень внимательные и знающие поклонники сумели рассмотреть еще одну интересную деталь в доме Чонгука. Вот этот предмет за диваном Чонгука – кейс для саксофона, так предполагают армии. Так вот, кому же принадлежит этот инструмент? Здесь два варианта. Либо это Намджун приходил на новоселье и забыл, или другой вариант. У Чонгука в доме живет один мужчина, который мечтал стать саксофонистом. Какой вариант выберете вы? Вариант, что именно Чонгук хочет освоить этот инструмент, не предлагать. 4 место. Чонгук не может скрыть свою ревность. Тот случай, когда все эмоции Чонгука написаны на его лице. Тэхён хватает Джина за руку и начинает ее гладить. И вы только посмотрите на округлившиеся глаза Чонгука и его взгляд в сторону Тэхёна. Чонгук, не переживай, это просто дружба, а у вас любовь. Чонгук действительно может быть очень экспрессивным, и его эмоции не остаются незамеченными. Для всех остальных это дружеская игра, но для Чонгука это настоящее испытание. 3 место. Чем ближе, тем лучше. Если тебе немного неуютно, то просто прижмись поближе к своему любимому человеку. Так и сделал Тэхён. Он вцепился в куртку Чонгука. Даже можно подумать, что он что-то хотел прикрыть, чтобы никто не глазел на его сокровище. Тэхён и Чонгук так близко стояли друг к другу, как будто слились воедино. Близость Тэхёна и Чонгука действительно передает чувство защищенности и доверия. 2 место. Милые юноши из BTS никого не оставили равнодушными. Проходит время, пересматриваешь давний материал BTS, и хочется визжать от умиления. Какими же лапочками-малышами были наши мужчины? Их настоящие искренние эмоции поднимали нам дух и делали счастливее.
Думаю, что тогда Чингук засмущался из-за звонкого смеха и лучезарной улыбки Тэхёна. Уже тогда начала зарождаться их любовь. Первое место. Самое нежное прикосновение Вигу. Взаимодействие парней оживляет всех бабочек в животиках Арми, вызывает фейерверк восхищения и зажигает наши сердца. И я снова пришла к вам со сценкой из романтической дорамы, где каждый жест и взгляд передают целую гамму чувств. Какие же они нежные по отношению друг к другу. Хочется, чтобы они взялись за руки и никогда не отпускали друг друга. Вигу – это не просто пара из BTS, это символ нежности и искренности. Глядя на них, хочется любить. На этом я заканчиваю данную тему. Обязательно дождитесь продолжения. До встречи!